очень красивые. А еще мы закажем соджу. Друзья, всем привет! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore. И я сейчас нахожусь в городе Москва. И, конечно же, я решил снять для вас обзор одного интересного атмосферного места. И это заведение называется Токпоки. Мы сходим туда, попробуем корейскую еду, оценим, как там вообще, классно, не классно. Ну и желаю вам приятного просмотра. Пойдемте. Так, ну что, давайте сделаем заказ. Здесь меню достаточно обширное. И так как у нас заведение называется Токпоки, мы обязательно закажем токпоки. Только я хочу взять не стандартный, типа вот в соусе красном. Хочу взять вот такой вот уличный вариант, который идет на шпажках, сосиска и с сыром. Как думаешь? 100%. Еще обрати внимание. Да, кстати, фаршированный стручковый перец твигим мне очень интересно попробовать. Обязательно надо заказать чикен корейский, обязательно. Но так как у нас есть уже такой остренький соус, мы возьмем курицу в медовом соусе. Наверняка вы знаете, мы вот сейчас снимаем в тот день, когда третий день уже идет корейский праздник Чусок. И обычно на Чусок принято есть не только эти, знаете, такие рисовые пельмешки, но и чапче. Поэтому я закажу чапче с говядиной. Пройдемся по традиционной корейской кухне, поэтому обязательно попробуем ваш любимый суп юкидян. Ну, судя по просмотру на моем канале, это один из ваших любимых супов. Так, обязательно закажем кимчи, попробуем, как оно тут. Конечно же, кимпап. У нас уже есть блюдо с говядиной, поэтому мы возьмем со снежным крабом и омлетом. Звучит просто очень интригующе. О, тут есть корндог рамен, обсыпанный лапшой быстрого приготовления. Грибы эноки. Я обязательно сниму рецепт, как вы просите меня уже давно, но как думаешь, лучше в обычный или в беконе взять? То, что по нажористи, да? Что жирнее, то вкуснее. Да, то, что жирнее, то вкуснее, ребят. Помните этот лозунг? Пульгоги. И, собственно, еще мы закажем соджу. И будем мутить соджу коктейли. Корндог чиз идет внутри только сыр, корндог рамен наполовину сыр, наполовину сосиска. Ну тогда корндог рамен однозначно. Ну, бутылочку соджу без вкусов, 2 бутылки пива и, собственно, пока все. Друзья, если вы любите путешествовать так же, как и я, то хочу порекомендовать вам удобное приложение One2Trip. Используя только одно это приложение, вы сможете полностью организовать свое путешествие самостоятельно и с легкостью решить широкий спектр вопросов. Приложение One2Trip поможет забронировать жилье как в России, так и за рубежом, ведь в нем имеется огромная база с более чем 2 миллионов отелей и апартаментов по всему миру. Приложение очень хорошо оптимизировано, и в нем вы найдете полную информацию об интересующей вас гостинице. Помимо вариантов проживания, в приложении One2Trip вы найдете билеты на самолет, поезд, автобус, сможете заказать экскурсию и даже арендовать автомобиль. Сервис также может самостоятельно зарегистрировать вас на рейс и напомнить о вылете. В то время как все зарубежные travel-сервисы не работают на территории России, услуги в приложении One2Trip можно оплатить картами любых российских банков и получить приятные бонусы. Сервис предоставляет скидки до 37% на бронирование отелей в течение 5 дней после покупки билетов, а также выгодный кэшбэк до 15% с каждого бронирования, который вы потом можете потратить на новые поездки. Скачивайте себе приложение One2Trip и путешествуйте легко и выгодно. Ссылочка будет в описании под видео. Короче, тут помимо еды есть куча всяких прикольных штук. Я уже присмотрел себе одну бутылочку вот такую. Те, кто смотрит меня давно, знают, что я большой фанат группы Blackpink, и поэтому сегодня я уйду вместе с ней. Помимо Blackpink здесь есть еще BTS, Stray Kids. Также здесь очень много всяких кружек, игрушек, фигурок. В общем, на любой цвет и вкус. Но самое главное, это прям топ, это прям хит. Это здесь есть вот такие вот карточки ваших любимых айдолов. И они абсолютно бесплатные. И если вы пришли сюда, что-то заказали покушать, выпить и так далее, обязательно уходите отсюда с какой-нибудь из этих карточек. Ну, я знаю, что вы их любите, и это прям здорово. Здорово, что они бесплатные.
А еще знаете, что здесь есть? Здесь есть еще классные футболки, мерч. Ну и, конечно же, смотрите, какие красивые ребята. Там где-то еще девочки стоят. Сейчас пойдем к девочкам. Итак, нам принесли еду, сейчас мы начнем пробовать. И, конечно же, начнем с традиционной корейской кухни, супа юкидян, чапче из традиционной кухни и пульгоги. В принципе, кимпап, но сейчас его уже больше относится именно к стритфуду, потому что есть куча других вариантов. И мы, собственно, взяли не совсем обычный кимпап. Ну и потом уже перейдем непосредственно к кимчи. Хотя давайте с него и начнем сразу. Как говорится, кимчи, если хороший, значит заведение хорошее. Кимчи очень хорошее. Но я люблю, когда он чуть послаще. Офигенский. Чувствуешь вот этот вот рыбный привкус? Кто-то добавляет рыбный соус, как я, например, в своем рецепте, а кто-то добавляет именно настоящую рыбу. И вот здесь чувствуется, что готовили как раз, скорее всего, с настоящей рыбой. В общем, очень вкусная. Но я люблю, когда она чуть-чуть послаще. У тебя действительно чуть-чуть он такой отдает митком. Суп юкидян вообще обожаем корейцами, лично мной тоже очень обожаем. И я точно знаю, какой он должен быть на вкус. И мне вот, кстати, интересно, есть ли здесь яйцо. О, яйцо есть, все отлично. Выглядит очень насыщенно, ярко-красно. Я уверен, он остренький. Потому что, знаете, часто можно встретить юкидян, в которые жалеют добавить перец, но он должен быть острым. Слушайте, по вкусу это прям юкидян. Но, блин, перца мало. Я бы добавил больше перца. По соли нормально, а вот по перцу чуть-чуть не доложили. Сейчас попробую, Денис и скажет. Он у нас тоже любитель острова, но такой умеренной остринки. Давай, пробуй. Ну, ты сначала без риса попробуй. Мне нравится, только я бы чуть-чуть послонее сделал, но очень вкусно. Я так и знал. Надо. У нас Денис большой любитель соли и глутамата натрия, как ни странно. Поэтому он очень любит все соленое и все очень насыщенное. Вы знаете, друзья, что на самом деле юкидян как правильно есть? Обычно все едят ложкой, а на самом деле то, что здесь большое количество начинки, по-хорошему начинку надо есть палочками, есть тем более лапша. А вот остальное, да, ложкой. Так что, Денис, не забудь пользоваться палочками. Хорошо. Да, красота. Мы добрались до корн-дога и заказали себе не обычный, а посыпанный раменом. Раменом, точнее. И знаете, тут очень много сыра. Здесь также есть какая-то колбаска, мы сейчас ее попробуем. Но мне очень нравится, что это выглядит и на ощупь очень хрустящее. Офигенски. Прям must have. Если любите сыр, любите рамен, любите корн-дог, это обязательно пробовать надо. Друзья, знаете, многие думают, что чапче это, знаете, такой салат из фунчозы, как многие думают. Но на самом деле нет. Это полноценное блюдо, и, как правило, оно праздничное. И едят его обычно на Чусок. И это такой праздник, который, кстати, вот был вчера. Сегодня последний день, когда его празднуют. Вот. Давайте попробуем, потому что это одно из моих любимых блюд. И вообще корейцы обожают чапче. Настоящая толстая вот эта, видите, темная бататовая лапша. Не монтатонника китайская, а именно вот бататовая, из сладкого картофеля. Здесь хорошее количество соуса, достаточно много мяса, всякой другой начинки. И очень вкусно. И мне, кстати, кажется, что его нормально посолили. Чапче такое, какое должно быть на вкус. Прям очень хорошо. Необычная позиция, которая нас очень заинтересовала, это фаршированный перец, который, вот, судя по всему, обжарен в кляре. И, судя по всему, он очень хрустящий. Я очень надеюсь, что это острый перец. Давай пробовать. Просто в Корее обычно я ел маринованные перцы в качестве пачанов. Если смотрели мой выпуск про Пусан, там вот я ем маринованные, а вот жареный еще не пробовал. Не острый, да? Я здесь чувствую крахмальную лапшу, какой-то фарш. Что ты чувствуешь тут? То же самое что. Слушайте, вкусно. Ну, блин, жалко, что не острые перцы. Не, они острые. Чуть догоняют немного. Да, но я думал, вот, ты знаешь, какой-нибудь типа дунганский перец, который вот зеленый такой, знаешь, откусил и такой... Блин, на самом деле очень классно. Да. Я такой ни разу не пробовал.
Что-то интересное, что-то новое, прикольно. К пивку самый раз, да, вообще, вот заказать только таких, знаешь, штук 5, и будет вообще нормально. И вечер удался. Короче, ребят, все-таки перчик островат. Ты его, когда съедаешь, прожевываешь и чувствуешь, как он тебя догоняет. И вот Валера сейчас кушает, и Валера уже начинает потихо чихать и кашлять, да, Валер? Это уже второй. Но тем не менее. Мне понравилось. Флав, а ты как? Да вообще не остро. Вообще не остро? Я просто кореец, наверное. Не знаю, ребят. Первый в своем роду. Красивые. Очень красивые. Погоди, мне это надо снять на телефон. Я сейчас только понял. Тебе помочь? Давай подержу. Друзья, мы заказали токпоки специально в таком исполнении уличном, как готовят обычно на Мьондоне. Если не смотрели мой ролик про то, как я гулял по улице Мьондона и пробовал корейский стритфуд, обязательно посмотрите. Ссылочку я оставлю в описании. Но мне интересно, как здесь это готовят, потому что обычно здесь ток именно жареный. И жареный сосиской. И это все в соусе. Чувствуешь? Очень, очень вкусно пахнет. Пахнет сладким. Вообще, да. Барбекюшечка еще какой-то. Ну да, давай попробуем. Чин. Ток нежный такой прям. И хрустящий. Хрустящий снаружи. Классно внутри. И, кстати, не остренько, но при этом приятная вот эта вот, знаете, сладковатость, как у соуса барбекю. В Корее обычно ток большой. То есть это называют карри ток. Он такой вот здоровый и толстый. Здесь он потоньше. Но все равно классно. Главное вкус. А еще у нас есть, знаете, какой токпоки? Это сливочный с сыром. Валера за кадром попробовал соус. Умирает от остроты. Че? Тяжеловато? Главное, если ты измазался, глаза не три. Сейчас мы попробуем такой вот сливочный, тоже вариант уличного исполнения. Держите с лучком. Я думаю, Денису он больше понравится, потому что Денис у нас любит все сырное, сливочное. И вот здесь прям не пожалели вообще. Ну, давайте пробовать. Откусывай сразу, чтобы именно с рисовым током было. Угу. Сгущенное молоко еще сверху. Пушка, вообще пушка. Нифига как и сыром интересно контрастирует. Блин, пацаны, это вообще класс. Я, конечно, люблю классический вариант токпоки. Я имею в виду по вкусу, вот, но это, блин, что-то необычное. А сгущенка перебивает остроту? Нет. Валера все борется с остротой. Блин, нифига как классно сыр со сгущенным молоком, да? Вначале получается сгущенка, сливки, и потом Да. уже все это вместе ощущается. Нет, очень вкусно, просто пушка. Офигенно. Прям, это пока что лучшее. Не, все вкусное пока что, что мы пробовали. Но это прям открытие для меня. А еще вон тот перец жареный. Вообще прям пушка. Так, конечно же, мы должны попробовать пульгоги, потому что это один из главных, так скажем, якорей в меню, потому что если есть пульгоги и они вкусные, то однозначно заведение стоит посетить. Попробуй. Мне интересно, что ты скажешь. Денис просто знает вкус корейских блюд, потому что он мой друг, и я его иногда подкармливаю этим. А во-вторых, потому что мы с ним ездили в Корею много раз. Пушка. Пушка? Пушка. Как в Корее? Нет. Нет? Но вкусно. Знаете, всё что равно. самое интересное? В Корее пульгоги делятся всегда на два типа. Это сладкие пульгоги с таким сладковатым именно соусом и не сладкие. Они больше такие соленоватые. И вот эти вот пульгоги, это такая, знаете, классическая вариация именно сладкого варианта. И мне нравится. Единственное, что я не могу понять, это что, капуста здесь или лук? Это капуста. Обычно капусту не кладут. Это что-то необычное. Для меня, по крайней мере. Но это вкусно. Мне прям нравится. Хорошие пульгоги. И единственное, что... это, конечно, ну, странно в минусы записывать. Я просто привык пульгоги именно есть в формате барбекю. Вот. Здесь же приносят пульгоги топ-пап. То есть вместе с рисом, знаете, как это модно сейчас говорить, боул, да? Ну, только вот обычно это называют в Корее топ-пап. Я могу рекомендовать. Но лично я люблю пульгоги именно вариации не сладкой. Поэтому вы часто меня спрашиваете в комментариях, что это за сладкое мясо, почему это едят, почему это типа великое корейское блюдо. Ребят, если вам не нравится сладкое, просто меньше сахара кладите, либо вообще не кладите. И будет вот то же самое, как в том числе и в Корее. Потому что многие корейцы тоже не любят сладкое мясо, имейте это в виду. Вы знаете, часто вот это блюдо, эноки в остром соусе, здесь они у нас вариации с беконом, потому что мы любим, когда пожирнее
Собственно, часто говорят, что это уличная еда Кореи. Но я вам так скажу, в Корее вы редко встретите их на улице, именно в таком вот именно варианте. И поэтому чаще их подают именно в заведениях и подают в качестве панчана. И знаете, это невероятное лакомство, которое готовится буквально там 5 минут. И мне очень интересно, как же здесь они на вкус. Ты слышишь, как хрустят? Я люблю, когда острее. Нам принесли тут острый соус, от которого Валера умирает. Валера, между прочим, китаец наполовину. И он любит острое. Но если он не справляется, я пока немножко переживаю. И не буду пока раньше времени экспериментировать. Что я могу сказать? Вкусно, сочно, хрустит. Но я бы добавил сюда чуть кочудян. Здесь немножко другая рецептура, отличается от классической. Но я не буду относить это в минусы по одной простой причине, потому что там в меню был еще один вариант без бекона. И там прям написано, что они в соусе кочудян. Поэтому там, наверное, более аутентичный, более настоящий, так скажем, более привычный традиционный вкус. Здесь он такой немного другой. В общем, это однозначно вкусно. Денис, попробуй. Наш оператор Сава думал, что нам осьминогов принесли, кстати, а не грибы. Ну и как тебе эти грибные осьминоги? Вкусно? А ты бы добавил перчинки? Давай соуса тебе макнем. Вот этого. Рискнешь? Я хочу с говядиной соус попробовать. У нас просто Валера уже покраснел, посинел и вроде наконец-то нормально снова вид. Вкусный, на самом деле. I've been thinking about you all the time. Racing through my mind, speeding like the Autobahn. I've been searching everywhere, 근데 네가 없잖아. 문자 보낼게, making time even when I'm on the grind. I hold up, 나 아직 걸려. 처음 만났을 때부터 지금까지 떨려. All my days I be on the way. 걱정하지 마, my baby. Everything is gonna be okay, that's my lady. 시대로 많았게 요즘 call me mania. We on different continents, you know. Друзья, у нас осталось два последних блюда, которые мы заказали, и это непосредственно курочка. Мы взяли специально в медовом соусе, потому что у нас были уже острые блюда здесь, и это еще остался у нас кимпап. Мы тоже взяли не с говядиной, а взяли со снежным крабом, ну, чтобы попробовать что-то новое. Знаете, что мне не нравится уже? Что курочку подают с рисом, хотя, ну, это как бы, знаете, такой типа снэк. И так как мы стали выпивать немножко алкоголь, мы решили как раз-таки курочку оставить для этого момента. Курочка однозначно будет сладенькая. Слушайте, я не знаю, как ее готовили, но в Сеуле такая курочка будет мега хрустящей, потому что когда готовят ее, обжаривают 2 раза. Точнее, достают 30 секунд, держат на воздухе, подбрасывая, потом обратно во фритюр. Здесь не знаю, как готовили, но не хватает до хрустящести, да? Но в целом это очень вкусно. Что в плюсы могу отнести? Что филе очень нежное, не сочное. Мне кажется, его замачивали в молоке, потому что когда филе замачиваешь в молоке, оно получается потом таким вот не сухим. Согласитесь, не сухое? Нет, очень вкусное, но про молоко я, естественно, не могу сказать. Это наши уже кулинарные эти. Ну. С курочкой разобрались, сейчас попробуем кимпап. Мне очень интересно. Начинки достаточно много, но, если честно, похоже, конечно, на японский ролл какой-то больше, на мой взгляд. Что-то не посыпали нам кунжутными семечками, но смазали кунжутом. Вкусно, вкусно. Я бы сильнее рис посолил. Я знаю, что ты скажешь. Специалист по снежному крабу подъехал. Да, понимаешь? и специалист по соли. Вы знаете, что такое снежный краб? Нет. Это имитация краба, но не крабовая палочка при этом. Да. Но в этом смысле это нисколько не стрёмно или что такое, он поэтому называется снежный краб. Подожди, снежный краб? А почему снежный? Он белый? Или он... Ну, захотели, так и назвали. А подожди, а из чего он сделан тогда, если это не совсем краб? Из рыбы? Из рыбы? Имитация. Ну-ка давай, что я там про соль должен был сказать? Что-то чуть-чуть не соленое? Обычно, ну, рис чуть сильнее солят. Ну вот, я не знаю, это... Где острый соус? Вот этот? Тот факт, что нам не принесли соевый соус, это уже хорошо, потому что кимпап не едят соевый соус. Не, я не про это, я не к тому, что надо налить его. Я к тому, что обычно как, приносят корейский кимпап и типа подают соевый соус, как японским роллом. Не хватает все равно, да, вот пресновато немножко. Так в целом классный. Классный. Здесь главное, что есть вот эта маринованная редька танмуджи. Рецепт у меня есть на канале, обязательно приготовьте. Потому что без танмуджи любой кимпап, ну такой себе. Поэтому за это однозначно лайк.
Друзья, случилось на самом деле очень интересная и прикольная на самом деле неожиданность, потому что я встретил своего подписчика, который работает в этом заведении. Его зовут Костя. Кость, привет. Мне сказали, что здесь по пятницам и субботам происходят какие-то прям тусы-джусы. Абсолютно верно. Вы убираете все эти столы, да? Они сдвигаются ближе в ту сторону, освобождается это место для танцпола, включается светомузыка, приглушается весь этот цвет. Ну ладно, все понятно. Я вижу, что ты сразу начал такую, типа, я здесь работаю, смотрите, как мы делаем. Нет, скажи, много красивых девочек приходит? Очень. Очень? Очень много. Они с тобой знакомятся? Да, большинство. Но я женат. Они тебя также называют милашка? Конечно. Слушай, еще такой вопрос. Сегодня мы когда пришли с ребятами снимать здесь обзор, были две девочки, и они, естественно, узнали, кто я, там, что у меня за канал и так далее. Вот скажи мне, ты же кореец, я вижу, что ты кореец. Скажи мне, тебя принимали не корейцем? Казахом, бурятом, узбеком, кем только еще, калмыком, может быть. Японцем, китайцем, кем угодно. Только не корейцем. Только не корейцем. Слушай, мне это очень знакомо. Знаете, что девочки тебе мне сказали? Ты, наверное, не слышал, да? Они подходят и говорят мне, а что у вас за канал? Я говорю, да хоть такой-то. Они мне говорят, а вы кореец? Я говорю, а по мне не видно? Говорят, не, вы похожи на скриптонита. Я говорю, отлично, говорю, версия плюс 30 килограмм, да, только. Ну, вообще, как бы, я так понял, они хотели сделать мне комплимент, и, собственно, девочки, если вы это смотрите, спасибо вам большое, вот, но мы вот корейцы, имейте в виду. Не все выглядят корейцы, как ребята из BTS, правильно? Я умею только с гитарой это делать, но, так или иначе, тут есть вертаки, и надо было ими воспользоваться. Друзья, вот и закончилась наша трапеза. Что я могу сказать? Краткие итоги. Мне заведение очень понравилось. Конечно же, очень яркое, очень классное. Блин, такая вся, прям просто мечта любого кей-попера. Это прям вот, я могу сказать точно, вот они называют себя кей-поп-кафе. И это прям в самую точку. Еда потрясающая. Мы все, что заказали, нам все понравилось. Единственное, есть, конечно, минусы лично для меня, потому что обычно, например, та же курица подается всегда просто курица. Приносит много курицы, она жареная, она хрустящая и никакого риса, потому что это, знаете, как снэк, и часто корейцы ее едят именно с пивом. Не могу сказать, что прям это минус, потому что я понимаю, некоторые могут купить себе курочку и все, да, и, соответственно, хочется какие-то углеводики, соответственно. Но у курочка была сочная, но она не была хрустящая. А вся фишка вот этой корейской курицы в том, что она прям хрустит у тебя во рту. Не только вкусная и сочная, но и при этом чувствуешь что-то приятное потрескивание. Это, наверное, единственный минус, который я могу выделить в плане еды, потому что если брать традиционную корейскую кухню, как юкидян, либо чапче, блин, все потрясающе, видно, что готовят правильно, по хорошему рецепту. Возможно, даже по моему. В общем, я могу смело рекомендовать это место, тем более, что на выходных оно превращается в какой-то невероятный кей-поп-клуб. Поэтому, если вы находитесь в Москве и хотите посетить какое-то интересное место, сфотаться с айдолами, взять какие-то эти карточки, купить, может быть, красивую, классную футболку, в общем, я рекомендую. И знаете, вот мы сегодня были там в понедельник днем, и несмотря на то, что это такой день, когда все работают, где-то у кого-то какие-то дела, но тем не менее в этом заведении было достаточно много людей, много столиков сидело, и это свидетельствует о том, что заведение действительно классное, и люди выбирают его для того, чтобы просто прийти пообедать, ну, либо просто прийти посидеть и вкусно поесть. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Также обязательно посмотрите другие мои ролики. На моем канале есть не только рецепты, но и обзоры других ресторанов, не менее популярных, и в том числе также из Москвы. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ну и напоминаю, что с вами был Денис Ким, вы были на канале Foodcore, и увидимся в следующих роликах. Всем пока!